Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. В начале февраля к нам наконец-то пришла красавица зима, и я отправился в новый зимний поход по заброшенным деревням. И не зря, ведь один из домов меня очень удивил. И следы меня немного напрягают. Сердце бьется. Есть кто дома? Люди не живут здесь уже долгое время, но дом остался практически нетронутым. Исследуя подобные дома, попадаешь в прошлое, словно на машине времени, а находки рассказывают о жизни людей в те времена. Приятного просмотра! Решила к нам вернуться зима. В феврале выпал снег, на улице небольшой мороз, а я отправляюсь в новый зимний поход по заброшенным деревням. Зимой в лесу, конечно, очень красиво. Да, здесь уже точно не живут. Это уже поинтереснее. И походу кто-то здесь был. В этом году, смотрите. Картина когда-то была симпатичная. Мне кажется, или здесь кто-то обитает? Как будто это чье-то логово. Здесь подписи за каждый год. Это походу не нарисовано, а сшито, смотрите, из тканей разного цвета. Класс. Да, здесь определенно кто-то обитает. Возможно, местные подростки. Здесь рядом небольшой поселок. Ригонда. Да. Давно ее уже не видел.
часы. Янтарь, что ли? Фотография. Сейчас рассмотрим. Фотография деревенской жизни. Похороны, наверное. Гуляния. Нашел кое-какие интересности. Фотографии. На память от сестры Теклы. 74-й год. Давно это было. Книга «Популярная медицинская энциклопедия». Издана в Риге в 84-м. Все про медицину. Снова будильник. Янтарь. А может, просто часы. Вырезки из газет. Я оптимистка. Советская молодежь. Смотрите, это 81 год. Здесь книги. И граненые стаканы. Сундук. Кухню пропустил. Печь разобрана. Есть вилки. На календаре 2001. Ух ты! Смотрите, какая здоровенная мышеловка. Или, может быть, крысоловка. Что тут?
Возможно, это даже ручная работа. Ого! Сколько здесь одежды. Это что-то, походу, прям теплое, зимнее. Валенки есть. Классная вещь. Они очень теплые. Сарай с печкой. Интересно. Здесь пусто. Туалет деревенский. А это все сараи. Ух, какая бочка. Это, похоже, рамки для пчеловодства. Детали от предельного станка. Вот это колесо. Подставка. Радиоприемник, походу. Альпинист 418, смотрите. Как-то раз я уже находил альпиниста, но другого. Ой-ё. Здесь сарай уже совсем плохо. Скоро рухнет. А вот здесь, похоже, жили животные. Что ж, посижу, попью чайку и пойду дальше. Нашел чьи-то следы. Вначале подумал, что это человек, но нет. Человек так широко не шагает.
но при этом следы размером как у человека. И видны следы от когтей. Неужели это медведь? Потому что кто еще такой большой из животных, я даже не знаю. Бррр. Стремно теперь так-то. В общем, уже около часа я пробираюсь через леса в сторону следующего дома. Уже полностью стемнело, усилился мороз, где-то минус 10 градусов сейчас. Честно говоря, после того, как я увидел предположительно следы медведя, я думал развернуться, потому что медведи, по идее, зимой спят. А если они не спят, то они злые и голодные. Не хотелось бы с ним сейчас встретиться, особенно ночью. Но все-таки мое любопытство и душа исследователя взяли вверх над страхом. Ой, ё! Чуть не упал. В общем, любопытство победило, и я все-таки решил дойти до следующего дома. Это, походу, речка замерзшая. Да, это лед. Вот эта речка. Есть. Вроде я уже где-то близко. Но дома все нет. Вот он. Фух, я его нашел. Сейчас заметил то, что стекла-то запотевшие. Значит, в доме сильно теплей, чем на улице. Колодец с виду вполне неплохой. Это, походу, туалет. А. Да. Я вот не могу понять, это точно заброшенный хутор? Там, походу, крыша обвалилась.
Здесь тоже крыши уже нет. Это... Ой! Это, похоже, домик для животных был. Вот этот сарай, куда я только что заглядывал. Резина. Портфель. Не, ну сарай-то точно заброшен. Блин, боюсь идти дальше, чтобы это все на меня не рухнуло под тяжестью снега. А, здесь тупик. Странное местечко, скажу я вам. Вот эти вот запотевшие окна и следы меня немного напрягают. Открыто. Есть кто? Сердце бьется. Есть кто дома? Вроде никого. И знаете что? Дом-то, походу, совсем не тронутый. Не зря я сюда шел так далеко. Да, никого. Фу. Дом открыт, никого нет. Фух. Так, я немного отдышался, осмотрелся. Смотрите, какой классный Дед Мороз. В общем, дом, похоже, действительно нежилой, но здесь практически повсюду видны следы мародеров, ну, либо кладоискателей. Возможно, на улице это и были их следы. Что ж, ладно, начнем с кухни. Газета.
Домашний гость 2002 года. Тарелки. Интересно. Рижские. Опа. Смотрите, какая классная тарелка. Не рижская. Зик. В холодильнике пусто. Посуду, похоже, вот приготовили на вынос. Это тоже Рига. Красивые кружки. Интересно, они без ручек так и были сделаны? Впервые вижу кружку без ручки. А вот это с ручкой. Интересно. Тарелка из этого же сервиза. Тоже рижская. Цена 5 рублей 50 копеек. Столовые приборы. Такие я уже встречал. Граненые стаканы. На граненых стаканах, кстати, тоже есть клеймо. Здесь печь разобрали. Снова выдрали эту плиту из металла. Судя по виду, это было не так давно. А это что? Подпол. Там тоже что-то искали. Да тут настоящий тайник прямо под домом. Эх, да. Грустно видеть, как такие дома разворовывают. Рига. Сметана 2019 года. Не так давно здесь жили, получается. Срок годности до 96-го. Это, наверное, сахар, либо соль. А, вот здесь соль. До 2004-го.
Это что? Приправа для столовых блюд. Абхазская АССР. Класс. Это еще советская приправа с Абхазии. Это бутылки от спиртного. 29 градусов. Напиток из Финляндии. Здесь какой-то компот, наверное. Конец 2006. Наверное, дата изготовления. Чайничек. Нет клейма. Это что? Кубики сахара. Упаковка от чая. 2011 года выпуска. Что ж, пока самая свежая находка 2019 года. Грелка советская. ГОСТ. Ой, я случайно. Какая большая печь. Здесь определенно можно было спать. Эх, я бы хотел бы попробовать поспать на печи. Здесь, похоже, спальня. Одежды много. Вот как я замечаю, одежда мародеров мало интересует. Хотя она в неплохом состоянии. Обуви много. Ящики с газетами. Интересно посмотреть, какого года. Вот, 2003. Книга на латышском. Интересно посмотреть тоже год какой. 62-й год. Сын военного, наверное.
Вот написано: не забудьте застраховать своих домашних животных. О, смотрите, это Рига в 84 году. Здесь много всего разного. Это что за инструмент? Интересно. Это все штаны. О, посмотрите на этого красавца. Целый, не разобранный. Рекорд 312. Класс. Это, если не ошибаюсь, рамки для пчелиных ульев. Медали. На 50 лет, наверное. Так. Баянист. Рита и Валдес. Наверное, в честь свадьбы. 87 год. Без надписи. Праздник песни. Какой год? 75-й. Здесь много различных картин. Их рисовали, думаю, дети. Нарисовано весьма красиво. Пейзаж красивый. Лес. Крестик. Открытка. Бабуленька. Сердечно поздравляем тебя с днем рождения. От души желаем самого наилучшего, сибирского здоровья, кавказского долголетия и чистого голубого неба, мягкого хлеба, чистой воды и никогда не видеть беды. Твои внучата Ольга и Валера. Душевно. Еще открытка. С Новым годом. 82-й год. Пуговица. Смотрите, какие большие очки. Никогда таких не видел. Стекла прям огромные.
Спичечный коробок. Очень старый. Впрочем, больше ничего интересного. Просто посмотрите. Совсем нетронутый дом. Вот будто еще совсем недавно здесь жили. Вазу зачем-то перевернули. Они искусственные. Не удивлюсь, если это ручная работа. Детская кровать. Детский стул. Бедный слоник приуныл. В шкафу практически пусто. Ой. Эта дверца скрипнула. Я испугался. Здесь много всего. Скатерти, наволочки, простыни. Вот странно. Люди подвесили одежду на просушку и так и не забрали. Такие находки наводят на мысль, что люди покидали этот дом в спешке. Панамка. Перчатки детские. Шляпа. У моей бабушки похожая была. Рисунок красивый. 91-го года. Класс. Еще одежда. Там кухня. Фотография. Тренировка под дзюдо, наверное. Электричество, кстати, похоже, отключено. Пробки выкручены. Здесь что-то обрублено. Это дерево.
На столе игральные карты. Много колод. Целый мешок. Видимо, их приготовили на вынос, но почему-то не забрали. Возможно, потому что нашли что-то более ценное. Снова стаканы граненые. Подсвечник. И тарелки. Часть тарелок, похоже, тоже забрали. Хотя обычно посуду оставляют. Что за клеймо? Вот такое впервые вижу. Дома посмотрю, что за фабрика. Это Рига. Вот пакет. Похоже, тоже приготовлен на вынос. Там, по-моему, музыкальные пластинки. Иоганн Штраус. Летучая мышь. Да, вот она. На месте. А это Сличенко. Самоцветы. Музыка из кинофильмов. Снова и снова. Ансамбль «Дружба». Песни моря. Класс. Здесь просто вот целая стопка различных пластинок, смотрите. Радиола в доме точно была. Ее, наверное, вынесли. Деревенская капелла. Янис Силдекс. 4 песни на одной пластинке. Тот же Янис. Да, вот сейчас в интернет заходишь и включаешь музыку, какую хочешь. А раньше нужно было покупать пластинки. Их наверняка было не так просто достать еще. Нужно было покупать радиолу, ее чинить, настраивать. Все было не так просто. Людмила Зыкина. Ладно, довольно пластинок. Раймонд Паулс, латышский композитор. Так, я еще не был в
прихожей. Сейчас прислушаюсь. Вроде все спокойно. Знаете что? Я хочу заглянуть на чердак. Но здесь нигде нет лаза. Значит, лаз, наверное, с улицы. Это мешок с банками. Дом, конечно, интересный, но видно, что здесь все перерыли. Я думаю, много чего забрали. Ладно, попробуем заглянуть на чердак. Мне нужна та, что подлиннее. Там дверь. Надеюсь, она будет открыта. О! Мама, мне страшно. Ай. Только не упади, умоляю. Ой, мама. Да. Есть. Фу. У меня такая похожая лошадка. Помню, в детстве была. Что ж, а чердак-то порадовал. Снова куча обуви. Это что? Записи на немецком языке. 4. 77 год. Это, походу, диктант или контрольная по немецкому. Кровать старая.
красивая. Это что? Пчелиный... А, нет, это соты. Показалось, будто это улей прямо на чердаке. Но нет, это просто соты. Это что за спиртное? Водка. Немецкая, похоже. Немецкая водка. Какие старые бутылки. 40 градусов. Что-то крепкое. Детская коляска. Еще старая. Снова бутылки. Солнцедар. Крепкая. 20 градусов. Впервые вижу такой напиток. Да, это все Солнцедар. Смотрите, ящик. Походу, это был чеснок. Целый ящик. То ли это очистки, то ли это был целый чеснок, и он сгнил. Целый ящик. Что ж, а чердак-то порадовал. Хотя, впрочем, и сам дом тоже порадовал. Фу. Что ж, на этом мы с вами прощаемся. Всем спасибо за внимание. Счастливо и до скорых встреч. Ну а мне предстоит долгий путь назад по ночному лесу.